Всем привет! Объявлена дата премьеры Are You Sure, новейшей программы компании. Все знали, что рано или поздно это случится, это был лишь вопрос времени. Многие ожидали, что шоу выйдет в эфир раньше, но все затянулось, когда Дайан решила публично рассказать о своих отношениях с Чимином. Теперь, по мере приближения премьеры, практически невозможно не заметить реакцию фанатов на явно сфабрикованный контент, игнорируя главное откровение, которое уже подтвердила компания. Чимин и Дайан действительно вместе, и это не просто слух. Странно то, что некоторые люди все еще считают их отношения законченными, но нет, они все еще любят друг друга. И, возможно, это снова проявится, ведь если Дайан что-то и показал, так это то, что он не боится высказывать свое мнение. Тем временем, все давление снова ложится на Чонгука, он снова в центре внимания, как щит, сразу после возвращения из армии. У него даже не было возможности вздохнуть или отдохнуть, а его уже используют для проекта, который ему не принадлежит. Очевидно, компания ничему не учится, то же самое произошло и в первом сезоне, поэтому многие решили не смотреть. На этот раз история повторяется, к Чонгуку снова относятся как к винтику в механизме, а не как к полноценному артисту. И это обидно, ведь те, кто следит за ним, знают, сколько сил он вкладывает во все, что делает. Видеть его в сериале, созданном исключительно ради прибыли, было невероятно обидно. Корейские фанаты первыми это заметили и начали отказываться от сериала, они не хотели поддерживать то, что выставляло его в столь неуважительном свете. И постепенно все больше людей последовали их примеру. Чонгук заслуживал большего, чем просто быть частью сценария, который казался рассчитанным, его талант, его голос и его способность находить общий язык с людьми должны быть показаны такими, какие они есть, а не такими, какими их решила выставить компания. И хотя некоторые пытаются обвинить его, важно понимать, что у него нет выбора, у него есть контракт, который обязывает его принимать подобные решения, даже если это несправедливо. За пределами работы все по-другому, когда камеры останавливаются, каждый возвращается к своей жизни, к своему реальному кругу. Чимин все еще с Дайаном, а Чонгук с Тэхёном. Это не фантазия и не слухи, два человека, которые понимают друг друга без слов, которых связывает связь, реальность которой не нужно доказывать. В конце концов, больше всего ранит не само шоу, а то, как они продолжают использовать кого-то настолько преданного исключительно для обслуживания своих интересов. Вот почему многие фанаты не хотят быть частью этой игры, они лучше подождут, чтобы поддержать его музыку, его личные проекты и то, что он выбирает делать по убеждениям, а не по обязанности. И хотя компания настаивает на продаже истории, правда всегда выходит наружу, люди, которые действительно следят за ним, знают, кто он, как он работает и с кем делит свою жизнь за кулисами. Вот почему это больше, чем протест, это способ проявить заботу, помнить, что за каждой премьерой, каждым сценарием и каждым шоу стоят реальные люди со своими чувствами и ограничениями. И пока компания ищет свою прибыль, фанаты хотят лишь одного, чтобы им позволили быть самими собой, без масок и стратегий. Потому что в конце концов, когда весь шум стихает, остается только это, Чимин с Дайаном и Чонгук с Тэхёном. Чонгук принес столько любви и радости через свои прямые трансляции, что они стали частью нашей повседневной жизни, моментами, которых мы с нетерпением ждем. Его голос, его манера речи – постоянный спутник, по которому многие так скучают. В каждой трансляции есть что-то особенное, чувство близости, которое заставляет нас забыть о расстоянии. Каждый маленький жест как будто говорит: «Я здесь, и этого достаточно, чтобы заставить нас улыбнуться, принося немного покоя среди суеты повседневной жизни». То же самое касается и Тэхёна, мы все чувствуем его отсутствие, пространство, которое только он может заполнить своим тихим смехом и уникальным присутствием. У них обоих есть естественный способ общаться с другими, передавать что-то искреннее, не говоря лишнего. Поэтому ожидание кажется таким долгим, но и полным надежды. Мы знаем, что когда они вернутся, с этой уникальной энергией, все будет казаться немного более полным. В своем первом за долгое время прямом эфире Чонгук проверил микрофон и, наконец, спел песни Пак Вона «TRY» и «All of My Life». Его голос, казалось, всегда таил в себе историю. Он пел с завораживающим спокойствием, словно каждое слово имело скрытый смысл.
Многие помнили тот момент в песне «In the Soup», когда они с Тэхёном разделили такую простую, но такую трогательную сцену. Чингук тогда сказал, что изменился после появления Тэхёна в его жизни, и, слушая эти песни, он снова ощутил все это так ясно, так живо. Тэкук всегда был таким, два человека, которые понимали друг друга с полуслова, которым не нужно было много говорить, чтобы все выразить. Они были друг для друга поддержкой, безопасным убежищем, куда они всегда бежали, не задумываясь. Когда один падал, другой был рядом, чтобы подхватить, и это было видно по маленьким жестам, потому как они смотрели друг на друга, потому как они заботились друг о друге, не показывая этого на показ. В этой связи было что-то такое искреннее, нечто такое, что невозможно навязать или объяснить словами. Легко представить, как в конце каждого дня каждый обретает покой, зная, что другой рядом, пусть даже и молча. Тэкук кажется безопасным убежищем, куда можно вернуться после шторма, местом, где все снова обретает смысл. И когда мы думаем об этом, весь мир словно замирает на мгновение. Поэтому, ожидая их следующего совместного мгновения, нам остается только наслаждаться тем, что они нам подарили, вспоминать те трансляции, этот общий смех, эти песни, которые до сих пор так сильно звучат. Каждая деталь напоминает нам, что их связь все еще жива, такая же естественная и настоящая, как всегда. Тэкуку не нужно ничего доказывать, они просто рядом друг с другом, и это заметно. Поэтому до их следующей встречи остается только верить, доверять им, этой связи, которая всегда возвращается их уникальному способу выражать все без слов. Потому что в конце концов каждая улыбка, каждая нота, каждый взгляд продолжает рассказывать одну и ту же историю двух людей, которые каким-то образом всегда находят друг друга. Это дополняет то, что многие тэкукеры заметили за эти годы, уникальный способ, которым Чингук и Тэхён смотрят друг на друга, ищут друг друга и прикасаются друг к другу, независимо от места и времени. Никакая камера не меняет того, как они смотрят друг на друга, никакие окружающие не заставляют их вести себя по-другому. Это всегда одинаково, это всегда кажется естественным. Как будто все между ними течет естественно, без репетиций или инструкций. И это самое поразительное, потому что это не изолированный или случайный жест, а то, что повторяется со временем с той же искренностью, что и всегда. Иногда они, кажется, даже не осознают, насколько их жесты выдают их. Чингук ни на кого больше так не смотрит и не ищет близости с таким же спокойствием. Это что-то, что просто происходит, как будто они оба знают, без слов, что узкое пространство между ними принадлежит им, даже посреди всего этого. Любой, кто внимательно посмотрит на них, быстро поймет, у Тэкука уникальный способ общения, где слова больше не нужны. Бывают моменты, когда одного взгляда достаточно, чтобы понять, как они понимают друг друга, те мимолетные мгновения, когда нет натянутого смеха или необходимости что-то скрывать. Вот что делает их такими особенными для поклонников, дело не в помпезных выступлениях, а в деталях, которые почти незаметны, если не присматриваться. Протянутая рука, не привлекая внимания, короткое прикосновение, общая улыбка, которая, кажется, говорит на своем собственном языке. Все это создает связь, которую невозможно подделать. Каждый раз, когда они появляются вместе в прямых трансляциях или на мероприятиях, в их отношениях всегда прослеживается некая закономерность, неважно, окружены ли они шумом, камерами или людьми. Каким-то образом они всегда ищут друг друга взглядом, словно окружающее на мгновение размывается. Именно тогда вы понимаете, что их связь не зависит от мгновений или случайностей, а от чего-то постоянного. И со временем Тэкук раскрыл себя именно таким, двумя людьми, которые поддерживают друг друга, не выставляя это на показ. Когда один спотыкается, другой словно рядом, не для того, чтобы привлечь внимание, а чтобы молча сопровождать. Эта близость не ищет одобрения или внимания, она просто существует. Это как убежище, которое остается незыблемым, даже когда не высказано. В этой заботе есть что-то глубоко искреннее, в том, как каждый жест, кажется, проистекает из привязанности и привычки. Легко представить, что в конце каждого дня они оба обретают некий покой, зная, что другой все еще рядом, даже если они ничего не говорят. Возможно, поэтому их общение ощущается по-другому, ничего не запланировано и не нарочито, просто связь, которая ощущается даже в самых простых вещах.
Если понаблюдать за ними, то не заметить этого практически невозможно, их взгляды встречаются в те моменты, когда, кажется, никто другой этого не замечает.